Как Китай уничтожил Volkswagen, а заодно и весь европейский автопром. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить лайк. За это в конце с меня анекдот. Почему рухнул Volkswagen? Давайте разбираться. У каждого бренда есть свой жизненный цикл. Одни компании стареют достойно, превращая великое прошлое в элегантные современные версии своих автомобилей, не совершая рискованных шагов. Другие, как Jaguar, впадают в кризис, теряя ориентиры и здравый смысл. А Volkswagen выбрал свою собственную уникальную дорогу к упадку. Началось все с попытки обмана. В 1938 году компания пообещала жителям Германии доступный автомобиль, распространив ваучеры, но после войны просто забыла об этих обязательствах, заработав жирный минус в репутации. Однако затем Volkswagen начал активно завоевывать мировые рынки. И справедливости ради, автомобили из Вольфсбурга действительно были высокого качества. Чтобы закрепить свои позиции, компания решила поглощать других автопроизводителей, считая, что крупному динозавру сложнее нанести удар. Но именно в этот момент прозвучал первый тревожный звоночек. Разоблачение обмана с занижением выбросов оксидов азота в дизельных двигателях. Хотя многие считали это местью американцев, пытающихся устранить конкурента, компания признала вину и выплатила огромный штраф. Казалось, что это незначительное событие для гиганта, однако последствия оказались куда более серьезнее, чем предполагалось. Руководство продолжило действовать так, словно репутационные удары не повлияют на огромный организм с его разветвленной сетью брендов и моделей. Ситуация усугубилась с наступлением эры зеленых технологий. Volkswagen решил полностью перейти на электрическую тягу, чтобы смыть пятно Дизельгейта. Этот шаг открывал доступ к государственным субсидиям и снижал себестоимость продукции, что, казалось, сулило резкий рост прибыли. Но адаптация оказалась сложнее, чем ожидалось. Компания, привыкшая жить хищником в своем сегменте, обнаружила, что в новой экосистеме она может стать жертвой. В мире электрических технологий все оказалось иначе. Основные мощности по производству ключевых компонентов давно переместились в Китай. Европа, не заметив этого, постепенно стала зависимой. Когда Китай начал наращивать производство электрокаров, европейцы отнеслись к этому снисходительно, считая, что новичкам с Востока не под силу создать что-то конкурентоспособное. Но Китай сделал ставку на электротехнологии, сконцентрировав все усилия и ресурсы на достижении прорыва. С помощью европейских специалистов, которые принесли культуру производства и внедрили современные технологии, китайцы выстроили полную цепочку. От добычи сырья до выпуска готовых автомобилей. Китайская модель мобильности оказалась привлекательнее для потребителя. Автомобили стали предлагать невероятный уровень комфорта, насыщенный технологическими и информационными решениями, где управляемость отходит на второй план. В результате Volkswagen, некогда лидер, стал проигрывать. Продажи в Китае обрушились почти на 20%, а на родине компания столкнулась с переполненными складами, остановками производств и массовыми увольнениями. Параллельно руководство пыталось заручиться поддержкой правительства, требуя ограничения на китайские автомобили, но такие действия выглядели как лицемерие, учитывая, что Volkswagen сам получал значительные субсидии. Инициативы компании в области управления привели к метаниям между сохранением традиционных технологий и развитием зеленой мобильности. Но любой из этих путей принесет результат лишь через годы, а выживать нужно сейчас. В противном случае Volkswagen рискует повторить судьбу великих брендов, которые остались лишь в истории. На самом деле, виновником падения Volkswagen стал не столько Китай, сколько неспособность европейского автопрома адаптироваться к изменениям. Китай не только освоил технологии, но и стал новым законодателем мод в автомобильной индустрии, создавая компании и концепции мобильности, которые способны производить автомобили полного цикла. Европа, напротив, потеряла инициативу. Западный автопром не исчезнет мгновенно, но процесс угасания уже идет. Место автомобильной силы переместилось на восток, и именно Китай теперь формирует будущее мобильности. И именно Китай, в отличие от Европы, обладает возможностями строительства самодостаточных автомобильных заводов полного цикла, которые умеют превращать исходное сырье в готовый продукт. Напишите в комментариях ваше мнение.
Китай разрушит и наше отечественное производство. Ну и обещанная мною шутка. Яндексу надо запретить на Дзене размещать статьи с запретом комментариев. Какой смысл читать статью, если не можешь потом насладиться срачем незнакомых людей?